Добро пожаловать в Коста-Рику! Сейчас мы находимся в одной из самых необычных стран. Почему необычная? Ну так, например, потому что здесь нет привычных нам адресов, и на домах вообще нет номеров. Во-вторых, здесь совсем нет армии, а еще практически 100% энергии вырабатывается возобновляемыми источниками энергии. Также в этой стране находятся активные вулканы. Итак, начнем по порядку. Коста-Рика находится в Центральной Америке, соединяя Северную и Южную Америку. На юго-западе Коста-Рика омывается водами Тихого океана, а на северо-востоке – Карибским морем. Здесь проживает почти 5 миллионов человек, что чуть-чуть меньше, чем жители в городе Санкт-Петербурге. А еще площадь Коста-Рики чуть-чуть меньше площади Воронежской области. Кстати, кофе здесь растет даже на улице. Вот кофе, а вот парк. Итак, что же там насчет адресов? Да, здесь нет привычных для нас адресов, и адрес может звучать, например, вот так. 100 метров на север от парка. Это дом с белыми воротами. Напротив дома с красными воротами. Или, например, адрес может быть 3-й дом от заправки. Ну и что же там насчет армии, спросите вы меня? В 1949 году здесь закончилась гражданская война, после чего было принято решение избавиться от армии, а бюджет распределить на образование и медицину. Здесь очень красивая природа. Эта страна богата на вулканы, водопады, тропические влажные леса и биоразнообразие. И несмотря на то, что площадь этой страны занимает 0,03% земли, здесь находится 5% биоразнообразия мира. Уровень биоразнообразия здесь вообще самый высокий в мире. И костариканцы это ценят. Здесь, например, запрещены зоопарки, и 25% территории занимают национальные парки. И, кстати, о животных. Здесь очень красивые купюры, которые украшены местными животными. И местная валюта называется колон в честь Христофора Колумба. Именно он дал название Коста-Рике. Когда он приехал на Коста-Рику, он закричал «Богатый берег!». Да, именно так переводится Коста-Рика с испанского, как «богатый берег». И, кстати, о деньгах. Главный источник пополнения казны в этой стране является туризм. Здесь есть выражение «пура вида», что можно перевести как «чистая жизнь». Но это не просто выражение, оно отражает отношение костариканцев к жизни. Это можно услышать как приветствие или, наоборот, прощание. Для костариканцев «пура вида» означает наслаждаться жизнью, независимо от ваших обстоятельств. Не зацикливаться на проблемах, радоваться каждому дню, творить красоту вокруг себя. Никаких забот, никакой суеты, никакого стресса. «Пура вида» для них означает быть благодарным за то, что у них есть, и не зацикливаться на плохом. Коста-Рика обрела независимость от Испании в 1821 году. Причем костариканцы узнали об этой новости спустя лишь 2 месяца после подписания соответствующего указа. Именно столько времени потребовалось гонцам для того, чтобы доставить весть. И знаменитая Тортуга из «Пиратов Карибского моря» — это реально существующий остров на Коста-Рике. И хотя фильм там не снимали, режиссер вдохновился именно этим островом. В Коста-Рике почти 100% энергии вырабатывается возобновляемыми источниками энергии, причем более 70% приходится на гидроэнергетику, почти 15% приходится на геотермальную энергию. В Коста-Рике 6 действующих вулканов и десятки недействующих вулканов. Также здесь используют энергию ветра и солнца. Мы сейчас с вами находимся в столице в Коста-Рике, в городе Сан-Хосе. И этот город вообще не для пешеходов, он больше для машин. Потому что здесь очень хорошие дороги и практически нет пешеходных переходов. Один интересный факт: до 2012 года здесь вообще не было дорожных знаков. И еще один интересный факт: здесь можно водить машину выпившим.
За мной вы видите стадион. Этот стадион – это подарок от Китая. Здесь раньше стоял старый стадион, его снесли, и Китай построил новый за $100 миллионов в качестве подарка Коста-Рике. Коста-Рика часто попадает на высокие строчки в рейтингах самых счастливых стран. И вообще это не удивительно. Я не знаю, как можно быть несчастным в стране, когда у тебя каждый день светит солнце, поют птички, практически каждый день одинаковая погода. В Сан-Хосе разница между самым жарким и самым холодным месяцами составляет лишь 2 градуса. Так, в октябре средняя температура 21 градус, а в апреле 23 градуса. А еще в Сан-Хосе очень-очень много карманников. Если мы хоть чуть-чуть разговоримся с местными, то они нам всегда напоминают, что мы были очень внимательными со своими вещами. Например, когда мы только приехали, Алекс стоял в очереди, а я сидела через дорогу на скамейке. И женщина, которая стояла за ним, она его ткнула в плечо и сказала, чтобы я держала сумку в руке. Я сидела на скамейке, и сумка стояла на скамейке рядом со мной. Ну, видимо, в Сан-Хосе нужно обязательно крепко ее держать. А еще со мной произошел такой случай. Я продавала свой старый ноутбук и договорилась с девушкой, но на назначенный час она не пришла. И на следующий день она мне написала, что она сняла наличные, чтобы отдать мне за ноутбук, но по дороге ее обокрали. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и обязательно подпишитесь на этот канал. Здесь будет очень много новых интересных мест.